Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет рыбалка на спиннинг. Ну а кроме этого я хотел бы поговорить о тактике ловли щуки. Я вам расскажу про свою тактику, ну а в комментариях хотелось бы услышать, какой тактики придерживаетесь вы. Итак, погнали! Итак, выбор тактики ловли щуки на спиннинг у меня начинается с анализа погодных условий. И что мы видим? В предыдущий день давление резко падало вниз, просто в бездну, шел сильный дождь, а в день рыбалки давление будет достаточно быстро расти. Такой слом погоды щуке категорически не нравится, и можно смело предполагать, что щука будет в этот день неактивной. Зная это, я буду подбирать приманку под такие условия. То есть изначально я уменьшу размер приманки и скорее всего буду применять менее шумные воблеры. А уже основываясь на подборе воблера, буду подбирать спиннинг, катушку и шнур. Кроме этого, в день рыбалки у нас будет сильный ветер, порывы до 20 метров в секунду. Естественно, о выходе на какую-то большую воду не может быть никакой речи, поэтому я выберу пруд не особо большой и не особо глубокий. И желательно, чтобы он был защищен по берегу деревьями, чтобы меня не сильно болтало на волнах. Так, немного расскажу по снастям. Сегодня я буду использовать спиннинг Daiwa Ninja ZTS 662 MLFS. Это такая твичевая палочка с тестом от 5 до 25 грамм. Выбрал я его специально для того, чтобы сегодня покидать такие небольшие воблерки, ну, может, среднего формата. Щука явно сегодня не активная, поэтому я изначально уменьшу размер приманки. Катушка это у меня царевная Jaguar 3000 с низкопрофильной шпулей и шнуром тоже царевная единичкой. Тоже подобрано так, чтобы увеличить полет небольших приманок. Ну а в качестве воблера разведчика буду использовать воблер от Surinoya, это DW76. Смотрите, мы частенько ловим вдвоем, это очень удобно, сразу можно облавливать большие зоны, кроме этого быстро находить подходящие приманки, которые здесь ловят. Мы вдвоем с напарником пользуемся вот такими рациями недорогими китайскими, потому что они на всех прудах ловит сотовая связь. И расплываемся по разным точкам и стараемся ставить разные приманки, чтобы у нас они не пересекались. Ловим, как только происходит поклевка или что-то интересное, мы связываемся друг с другом и передаем информацию. Вот такой интересный воблер от компании Surinoya, это DW76. Хорошо играет на твиче, имеет прекрасный роллинг, заглубление где-то в районе 80 сантиметров-метр. Щуке очень нравится. Обычно начинаю я рыбалку и ставлю воблера, так сказать, поисковики. Такие, которые позволяют делать достаточно быстрые проводки. Ну, кроме этого, они должны быть и привлекательные. Сегодня у меня в качестве воблера поисковика воблер от Surinoya, это DW76. Во-первых, у него полет очень приличный для воблера такого среднего формата. Летает хорошо, игра интересная. Кроме этого, он позволяет проводить себя
быстрой и средней проводке. И щука на него реагирует. И после того, как я нахожу точки, где стоит щука, тогда уже можно поставить воблер, ну или какую-то приманку с более деликатной игрой, например, те же шеды, чтобы уже выманивать пассивную щуку, долавливать. А такие довольно-таки быстрые поисковые проводки особенно хороши вот на таких прудах, где, в общем-то, нет рельефа, нет ям, нет травы. Тут, в общем-то, зацепиться вообще не за что. Просто рандомно плаваешь и облавливаешь зоны. Ух ты. Блин, что-то хорошее. Блин. Да, хорошая щука. Это она всадила. Весело. Так, главное, чтобы за якорь не зацепилась. Красоточка. Ну, наконец-то. Кидал. Смотрите, какая. Ух. Это двушка, не меньше. Заглотила прям очень хорошо. Смотрите. Красотка. Прям заел аж. Блин, сильная. 7,6 сработал. Какого веса примерно? Двушка где-то. Мне еще нравится 7,6, он даже ветер хорошо прошивает. А по ветру так вообще летает. Отлично для воблера такого средненького формата. Сурина прям умеет делать воблеры, конечно. Вот такой интересный воблерок небольшого формата. Это шед. Китайская копия на воблер Хамсин. Такая деликатная игра, аккуратная. Соблазняет щуку на медленной проводке. Что-то попалось. Попалась окуняра. Шед попался. Вот такой окунек попался. Шед. Небольшой. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.